А в Испании холодно зимой, а в Малаге отопление есть в домах. И что одевать? Привет, друзья! Меня зовут Натали, и меня часто спрашивают об этих вопросах в Ютубе или в личку в Инстаграм мне пишут. Поэтому я решил развеять ваши сомнения и сделать сегодня видео о зиме в Испании. Ну а если в конце видео у вас все-таки останутся вопросы, то, конечно же, пишите в комментарии, и я всем обязательно отвечу. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео об Испании. Ну что, поехали! Ну и начнем с первого вопроса: холодно ли зимой в Испании? Как видите, я снимаю в экстремальных условиях, ураганный ветер, который в Малаге уже вторую неделю, и реально не жарко. Сегодня, причем, один из жарких дней, плюс 19, но я в куртке и в тоненькой водолазке, и не могу сказать, что я запарилась, потому что ветер просто сносит. И мой штатив тоже. Поэтому, если вы увидите это видео, значит, все-таки я поборола ветер. Поэтому однозначно ответить на вопрос, холодно ли зимой в Андалусии, нельзя. Кто-то вам скажет да, а кто-то вам скажет нет. И если, допустим, вы приезжаете из России, где сейчас минус 10 или минус 15, конечно, вам плюс 15 в Малаге покажется просто раем. Но когда ты тут живешь, и если вы приехали на первую зимовку, я уверена, вас разочарует зима в Испании, потому что на улице обычно тепло, а в домах холодно. Но в этом году, как я уже говорила, то, что в Малаге зима наступила очень рано. У нас в начале ноября еще было лето, я ходила в майке и в сандалиях, а вот последние 2 недели ноября стало холодно резко. Причем ночью опустилась температура до плюс 8 градусов, что обычно типично для января месяца, то есть это очень холодно. То есть вечером плюс 8, днем может быть плюс 15, может быть плюс 20, но вы не обольщайтесь. Эти плюс 15 и плюс 20 градусов – это не та температура, которая весной или летом. Она совершенно по-другому ощущается, особенно если вы подойдете к побережью морскому, потому что там влажность, сильный ветер, и это, допустим, плюс 10 будет ощущаться вам как плюс 2 градуса, то есть по-разному. Поэтому кому-то холодно, кому-то тепло, у всех разное самоощущение, но на самом деле не так тепло, как кажется. Даже если вам на солнце может быть жарко, допустим, плюс 20 градусов, реально, то есть я могу раздеться, посидеть там в майке или там, допустим, сейчас в водолазке, но если только вы зайдете в тенек, вам сразу станет холодно. То есть погода такая очень переменчивая. И что делают испанцы, и чему вам нужно научиться, если вы переезжаете в Испанию или приезжаете как турист, к примеру, на неделю. Вам нужно одеваться как капуста. То есть это означает, что вы одеваете майку, потом, к примеру, свитер или какую-то там толстовку, сверху куртку, может быть, шарф, чтобы вам не сдуло. И потом, по мере того, как начинает теплеть, вы начинаете раздеваться. А вечером опять, если вы ушли на целый день, то вы представляете, что утром холодно, днем может быть жарко, вечером опять холодно, и простыть просто вообще очень легко. Не удивляйтесь, если вы встретите на улице людей в шортах и в майках даже глубокой зимой. Это может быть в любое время года. Обычно это либо туристы, либо спортсмены. Но испанцы многие полагают, что мы русские закаленные, вообще холоду не подверженные. Нам этот холод просто вообще не холод, то есть тут жара. И когда я говорю, что я мерзну, они очень удивляются. А почему это происходит? Потому что в квартирах в Андалусии нет отопления. Это означает, совсем нет центрального отопления в Испании. Отопление часто есть на севере Испании, в Мадриде. В Андалусии может встречаться только в городе Гранада, который самый холодный. Но в Малаге ни в каких домах вы его не встретите. Если вдруг найдете, напишите мне в комментарии. Это будет, наверное, какой-то уникальный дом, потому что тут обычно греются либо кондиционером, либо обогревателями. Кто-то покупает специальные камины такие электрические или газовые, либо вот они с мелкими дровами, и так отапливаются. Но чаще всего эти камины используют в Пуэбло, в небольших городках, потому что там очень холодно. То есть и если в Малаге вот сейчас, вот видите, даже я разделась, мне в принципе нормально. В Малаге, например, может быть температура плюс 15 градусов, то чуть-чуть вы отъедете вглубь, в какой-нибудь Пуэбло, всего лишь, может быть, даже на 50 километров от побережья, и уже там температура может понизиться на 5 градусов. То есть, понимаете, какое ощущение? И, допустим, в Пуэбло моего мужа, там уже, то есть это 80 километров от Малаги, там уже вот в ноябре
было ночью -2 градуса. Это обычно типично в январе, в конце декабря, но в этом году уже в ноябре. Как вы думаете, это тепло или холодно? Конечно, это нереально просто холодно, потому что дома не подготовлены к зиме. То есть на полах плитка, большинство домов, которых я видела, если кто-то может установить себе паркет или что-то подогревом, но это просто редкость. В основном в всех домах в Андалусии это плитка. Я вам говорю именно про юг Испании, потому что тут живу. На севере Испании может немного отличаться, хотя в тех домах, где я была, и даже где мы отели снимали, там, например, в Астурии или в стране Басков, там тоже была плитка. Либо нам так повезло, либо бывают другие дома. Помимо этой плитки, так еще проблема у Испании – это с теплоизоляцией, потому что многие окна очень тонкие, то есть пластиковые, естественно, они пропускают ветра, и даже если вы нагреваете комнату, к примеру, тем же кондиционером, то все тепло может уходить вообще наружу. То есть как будто вы нагреваете улицу. Конечно, это очень-очень плохо. И чтобы ощутить тепло именно дома, то, конечно, нужно менять пластиковые окна и делать теплоизоляцию и как-то обогревать. Иначе вы тут замерзнете. Особенно после России, когда мы ходим в шортах, в майках и нам жарко. Кстати, первую зиму у меня была просто акклиматизация. Я и заболела. И с непривычки, конечно, мне было очень холодно. Сейчас я уже привыкла, и мне кажется, я даже не смогу в России с таким сильным отоплением, потому что оно реально очень сушит кожу и воздух. Тут все-таки и так в воздухе больше влажности на море, и плюс за счет того, что нет центрального отопления, кожа не сохнет, я это заметила. Это, конечно, большой плюс, хоть и холодно. Но хочу сказать, что в Малаге все-таки еще не настолько холодно, как если сравнить с другими городами или даже в центр в Испании вы поедете. То есть вот сейчас мы, не могу сказать, что мы особо вот наступили холода, и не могу сказать, что мы сильно отапливаем дом, так может вечером там в одной комнате. То есть мне хватает очень теплой пижамы, на ноги носки. Конечно, может быть, это многим неудобно, непривычно, все хотят в шортах ходить, но в Испании так не получится. Либо вы будете платить огромные счета за электричество, то есть это порядка 200-300 евро в месяц минимум, если реально отапливать. Какие еще ноу-хау используют испанцы для обогрева домов, кроме кондиционеров, обогревателей и теплых пижам, халатов и носков? Это, конечно же, постельное белье. В чем особенность? Сейчас я вам покажу. Во-первых, они заворачивают одеяло и простыни вот так под матрас, и получается как будто кокон. Это очень непривычно и до сих пор меня удивляет. Причем вы это встретите не только в испанских квартирах, но также и в отелях. И второй лайфхак – это менять простыни. То есть они сейчас у нас фланелевые, то есть более теплые. Хлопковыми не пользуются зимой. То есть все фланелевое, снизу, сверху. И причем одеяло еще завернуто еще тоже в простынь сверху. Это такое типичное у испанцев. У нас еще 2 подушки, а вообще часто такая длинная одна подушка у испанцев. Совсем неудобная для меня. А для нагрева воды служит вот такая газовая колонка. К ней подключается вот такой газовый баллон. Но также еще существуют электропростыни, которые нагревают кровать, то что вы можете легко в нее залезть и не дрожать от холода. Также видела специальные теплые крышки для унитаза. И вообще комната душевая, я бы сказала, это испытание принять душ зимой, особенно в Пуэбло. Если в Малаге еще терпимо, то есть слегка прохладно, то там реально холодно и нужно обогревать и нагревать комнату, иначе вы не сможете принять душ. Вот такие условия. Я вас напугала. Хотите еще приезжать зимой в Испанию? Конечно же, в отелях такого нет. В отелях есть и обогреватели, кондиционеры, то есть там вы не замерзнете. Но если вы будете снимать апартаменты или вы реально приехали на зимовку в Испанию на несколько месяцев, то вы ощутите все прелести зимы в Испании. Удивительно, но 2 года назад, в начале декабря, я ходила в рубашке с коротким рукавом днем. Конечно, вечером было прохладно, уже одевала куртку, но было так. И многие говорят, что эта зима наступила очень рано, и вообще не помню, когда такое было, даже за последние 10 лет. Не знаю, почему так, но кто сейчас планирует приехать в Малагу, подготовьтесь хорошо, возьмите разную одежду, либо тут уже на месте купите, если вдруг чего-то не хватит. Друзья, я постаралась рассказать обо всех подводных камнях, которые есть зимой в Испании. Надеюсь, они вам помогут, если вы сюда приедете. Конечно же, если вы поедете на север Испании, там будет, возможно, немного по-другому и холоднее. Даже можете увидеть снег. Не удивляйтесь.
Даже в Андалусии он есть, в горах Сьерра-Невада, и там горнолыжный курорт. Но в любом случае, если вы приедете из своей холодной страны, где снег и минус 15, минус 10 или ниже нуля, в любом случае вас порадует испанское солнышко, зеленые попугайчики, которые вон поют вовсю, и море, конечно же, если вы приедете в Малагу. Ну а если у вас все-таки остались вопросы, то пишите в комментарии, и я на них, конечно же, отвечу. Если это видео вам оказалось полезным и оно вам понравилось, то не жалейте свои лайки, мне будет очень приятно. И до встречи в следующем видео. Адьос, пока! И помимо этого просто не меняют. Вместо клетчатобумажных ставят